Улучшенный комплексный мониторинг сна, улучшенный мониторинг уровней кислорода в крови и сердечного ритма, линейный двигатель, поддержка более 150 видов тренировок, встроенный GNSS и компас, AMOLED-экран на 1,74 дюйма, время автономной работы до 21 дня, корпус из алюминиевого сплава и, конечно же, обо всем этом можно прочесть в рекламе. Но как же на самом деле дела обстоят у фитнес-браслета под названием Xiaomi Smart Band 9 Pro Global, которые могут некоторые назвать часами из-за размера. Сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Дизайн коробки не изменился. На ней есть изображение, краткие характеристики и название у модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам фитнес-браслет, руководство пользователя, ремешок и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Зарядка, к слову, подходит как к 8 линейке, так и наоборот. Вес без ремешка 24 грамма, а вместе с ним 40 граммов. Габариты 32 на 43 на 12,3 мм. Ширина ремешка 20 мм, а обхват запястья от 135 до 205 мм. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-браслету. Начнем. Поставляется Smart Band 9 Pro в черной, серебристой и розовой расцветке корпуса. Ремешков же на выбор, как всегда, огромнейшее количество. Средняя рама выполнена из алюминиевого сплава с полуматовым покрытием, а тыльная часть из матового пластикового. Стоковый ремешок выполнен из TPU. Ремешок поначалу показался не очень качественным, но после 2 дней использования смарт-браслета ремешок уже не казался таким плохим. Плюс стоковый ремешок не имеет вырез для того, чтобы можно было спрятать конец ремешка вовнутрь к запястью. При носке Smart Band 9 Pro не ощущаются, как и во время сна, но запястье под ремешком потеет. Крепление ремешков такое же удобное, как и в прошлой линейке бендов. Все довольно удобно отсоединяется и крепится обратно. Модель имеет класс водонепроницаемости 5 атмосфер, плавать с ними можно, как и принимать душ, но не в горячей воде. Также не советую купаться в соленой воде и ходить вместе с ними в баню. У меня мой экземпляр остался рабочим после того, как он побывал в воде. На корпусе же расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, электронный компас, оптический датчик частоты сердечных сокращений и датчик внешней освещенности. Летим дальше. Экран AMOLED с диагональю 1,74 дюйма с разрешением 336 на 480 пикселей и частотой обновления экрана 60 Гц. Экран защищен армированным стеклом 2,5D, яркость по заявлению производителя до 1200 нит, но по моим замерам в пике экран выдает 1700 люксов. Но через 5 секунд он сбрасывает яркость до 900 люксов и временно не поднимает яркость выше этого значения. Яркости достаточно для использования смарт-браслета на улице, удобно, что есть функция автоматической регулировки яркости. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу очень удобно. Ко всему сенсорный отклик у экрана отличный. Система HyperOS версии 2.0.38. Русский язык, разумеется, на борту. Перевод корректный, шрифт читабельный и не тонкий. Подбородка здесь нет, а рамки минимальные, за что отдельный плюс. Время до отключения экрана максимум 5 минут. Функция постоянно включенный экран можно настраивать до 20 минут. Также есть полноценный AOT с автоматическим режимом и режимом по расписанию. Стиль AOD зависит от установленного циферблата. Но яркости экрану с включенным AOD по-прежнему не хватает, как и в Smart Band 9 и в 8 линейке. С включенным AOD включение экрана при поднятии запястья срабатывает без нареканий, как и без него. Настроить данную функцию можно. Также есть функция для включения экрана накрытием и выключения экрана нажатием на него, плюс можно поменять нажатие на свайп, чтобы не было ложных срабатываний. Из полезного в настройках можно обнаружить жесты для управления, что очень круто. Удобно, что есть блокировка смарт-браслета паролем, режим сон и режим не беспокоить, синхронизация этой функции на смартфоне. Далее по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, свайп снизу вверх меню, свайп слева направо панель быстрого доступа, а затем идут виджеты. По-прежнему в панели быстрого доступа нет регулировки яркости экрана, что неудобно. Приходится постоянно заходить в настройки. Добавлять или удалять функции с панели быстрого доступа нельзя. Виджеты разбиты ячейками, и на виджет можно поместить 3 приложения. Сами виджеты легко персонализируются. Ко всему можно сортировать приложения в меню, но только через приложение на смартфоне. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, календарь, события с синхронизацией, задачи, которые можно добавить через приложение, секундомер и таймер. Секундомер не работает в фоновом режиме. Далее есть музыкальный плеер для регулировки громкости и управления воспроизведенной музыкой на смартфоне, поиск смартфона, будильник, который можно устанавливать прямо с браслета, мировое время, кнопка для включения и выключения звука на смартфоне, фонарик, компас, Bluetooth-кнопку для удаленной фотосъемки и приложение для фокусировки внимания. В настройках помимо перечисленного можно выбрать один из 2 стилей меню, настроить силу вибрации. К слову, установлен линейный вибромотор с приятной вибрацией, но, как по мне, он слабоват для такого размера устройства.
устройства. С Band 9, с Vibra дела обстояли лучше. Также можно включить режим энергосбережения, оптимизировать расход энергии, настроить вспомогательные функции для уведомлений и воспользоваться стандартными настройками. Далее, Bluetooth версии 5.4, NFC в глобальной версии отсутствует, тренировок на борту более чем достаточно, есть обновление отслеживания плавания, автоматическое определение активности, статистика, активность, вкладка «Бег» с различными шаблонами для бега, к примеру, бег на выносливость, бег на сжигание жира и так далее. Вкладка «Состояние», где отображается тренировочная нагрузка, VO2 Max и восстановление. Стандартно для Pro-версии модель поддерживает GNSS с такими спутниковыми системами, как Beidou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Пройденный маршрут строится с небольшим отклонением. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. Удобно, что есть настройки для тренировок. К примеру, для бега здесь добавили возможность выбрать интервальную тренировку, настроить напоминания, автоматическую паузу, включить Pacers AI и так далее. Но так как полноценной многозадачности нет, то и свернуть тренировку возможности нет тоже. По мониторингу показателей здоровья смарт-браслет может измерять пульс, SpO2, мониторить сон, уровень стресса, также есть витальность, дыхательные тренировки, женское здоровье. Все как и в Smart Band 9. Пульс измеряется в авторежиме или авторежим с выбранным интервалом. SpO2 работает в перманентном режиме, как мониторинг уровня стресса. Вручную измерять данные показатели также можно. Графики на браслете отображаются, ко всему данный функционал можно настроить прямо с него, что очень удобно, и не каждые смарт-часы могут похвастаться подобным функционалом. Пульс измеряют слегка быстрее и точнее, чем прошлая версия. Ко всему, по всем измерениям есть заметное улучшение в точности. Но если говорить про измерения во время активности в спортзале, то, конечно же, в этом плане они уступают топовым смарт-часам. Далее. Входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами. Микрофоны и динамика не завезли. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, даже быстрых ответов нет. Иконки приложения отображаются. Емкость аккумулятора 350 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут. По моим тестам в обыкновенном сценарии использования с Always On дисплеем они живут около 8,5 суток, что очень даже круто. К приложению Mi Fitness Xiaomi Smart Band 9 Pro подключились без проблем. В приложении Mi Fitness есть 4 вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета помимо перечисленного есть магазин циферблатов, и на выборах более чем достаточно. Есть персонализированные циферблаты, многофункциональные, персонализированные кликабельные циферблаты, и любую фотографию на заставку установить можно. Также есть настройка мониторинга здоровья, стандартные настройки для устройства и обновление прошивки, но мне обновления еще не прилетали. Минусы: экран мало держит пиковую яркость, не лучшего качества стоковый ремешок, нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, в глобальной версии нет интерактивных режимов и NFC модуля, не лучший вибромотор, на экране могут появляться царапины. Подобной защиты по факту мало. Нет возможности использовать пройденные маршруты повторно. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую, Xiaomi Smart Band 9 Pro Global можно рассматривать только с хорошей скидкой или во время лютых распродаж, так как цена у него без всяких этих прелестей, как у нормальных смарт-часов, которые можно там, не знаю, Amazfit или Huawei купить, притом новые. Также хотелось бы, чтобы она сильнее отличалась от обыкновенной девятки. По факту мы имеем плюсом больше экран, компас, больше емкость аккумулятора, соответственно автономность лучше, также есть GNSS, но по функциям одно и то же, при том, что у Smart Band 9 есть несколько режимов работы. Это обычный режим с ношением на руке, режим подвесной кулон и режим для бега, а также керамическая версия. По сравнению с Smart Band 8 Pro, данная модель слегка тяжелее, экран ярче, рамки меньше, также корпус с алюминиевым сплавом, также добавили компас, слегка улучшили алгоритмы по измерению показателей здоровья, Bluetooth чип версии 5.4, а не 5.3, и аккумулятор больше. В целом от меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.